Всем привет! Люди часто говорят, лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. А что касается самой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», то на протяжении столетий про нее написаны миллионы слов в различных исследованиях искусствоведов, историков и общественности. На выставке в Лувре крошечный портрет часто рекламируется как самое известное, самое посещаемое, самое воспетое и самое пародируемое произведение искусства в мире. Таким образом, более глубокое исследование таинственной улыбающейся женщины на холсте, написанное более 500 лет назад, раскрывает перед нами тайн гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому сегодня мы рассмотрим 10 загадок Моны Лизы Леонардо да Винчи. Кто она? Истинная личность девушки, позировавшей для написания портрета, до сих пор остается достаточно загадочным вопросом. Большинство мыслителей считают, что женщина на портрете – это 24-летняя Лиза Мария де Герардини, она же Лиза дель Джакондо, итальянская дворянка, родившаяся во Флоренции в 1479 году. Ее портрет художнику был заказан ее мужем, Франческо ди Бартоломео ди Занобил дель Джакондо. Она жила в то время традиционной жизнью представительницы богатого купеческого класса со своим мужем, купцом, занимавшимся торговлей шелком и тканью. Она родила 5 детей – Пьера, Андреа, Камиллу, Джакондо и Мариетту. Другие гипотезы предполагают, что женщина на картине соответствует лицу Катерины Сфорца, графини Форли. Другая теория предполагает, что девушка на портрете была любовницей Джулиано де Медичи, правителя Флоренции, или это Изабелла д'Este, маркиза Мантуи. Другие считают, что женщина является портретом матери Леонардо да Винчи или автопортретом самого да Винчи из-за сходства лицевых структур. Улыбка Джаконды у Моны Лизы загадочная, интригующая и глубоко недоумевающая улыбка, которая является, пожалуй, одним из самых загадочных вопросов картины Леонардо да Винчи. В течение 5 веков ученые спорили, улыбается ли она вообще, счастлива ли она или грустит. Профессор Маргарет Ливингстон из Гарвардского университета предполагает, что низкие пространственные частоты, на которых написан портрет, создают поразительную улыбку, когда зрители смотрят портрету девушки в глаза. С развитием компьютерных программ распознавания эмоций в 2005 году голландские исследователи обнаружили, что натурщица на портрете на 83% счастлива, на 9% ей противно, на 6% она боязлива, на 2% зла, менее 1% нейтральна и 0% удивлена. Тем не менее, многие говорят, что ее улыбка меняется в зависимости от того, где вы стоите, под каким углом и на каком расстоянии смотрите на картину. При просмотре крупным планом тонкая деталь создает впечатление сдержанного выражения, но издалека кажется, что она весело улыбается. И тут как раз опять можно сказать, что актуальна пословица «лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать». Секретные коды. С помощью многократного увеличения изображения микроскопом с высоким разрешением Итальянский национальный комитет культурного наследия выявил наличие ряда букв и цифр, нарисованных на многочисленных мазках краски. В правом углу Моны Лизы искусствовед Сильвано Винчетти обнаружил буквы ЛВ и предположил, что Леонардо да Винчи так записал собственные инициалы. В левом глазу можно увидеть неясные очертания букв СЕ или, возможно, Б. На мосту на заднем плане изображена цифра 72 или буква Л, за которой следует 2, нарисованная на арке. Интересно, что задумал художник, когда загадочно писал эти буквы и цифры в форме, невидимой невооруженным глазом? Неизвестный мост. Сказочная перспектива за головой Моны Лизы часто омрачается очарованием ее лица, но трехарочный мост на заднем плане провоцирует ученых на поиск точного местоположения туманного, таинственного пейзажа. Итальянский историк Карло Глори говорит,
что мост, размещенный за левым плечом женщины, известен как Понте Гоббо или Понто Веккио, старый мост. Он расположен в Боббио, небольшой деревне в холмистом районе к югу от Пьяченцы, на севере Италии. Теория Глори следует за поиском Винчетти, числа 72, тайно скрытого в каменном мосту. Она предполагает, что это число было отсылкой к 1472 году. В 1472 году произошло катастрофическое наводнение. Река Треббия вышла из своих берегов и разрушила мост Боббио. В своей книге «Леонардо Энигма» Глори теоретизирует, что Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы записать дату разрушительного наводнения на реке Треббия. Тревожный взгляд. Как это возможно, что взгляд Моны Лизы, кажется, выходит за пределы картины, но одновременно он непосредственно смотрит на зрителя? Независимо от того, где находится зритель, она продолжает встречаться с ним глазами. В нашем трехмерном мире тени и свет на поверхности должны смещаться в соответствии с нашей точкой зрения, но это не коррелирует с двухмерной поверхностью. Этот оптический феномен можно объяснить с помощью научных знаний, описанных в университете Огайо, согласно которым изображение может выглядеть точно так, независимо от того, под каким углом его рассматривать. Неизвестный прием Леонардо да Винчи, его мастерское манипулирование светотенью на холсте создает интенсивное реалистичное чувство глубины в переплетении тени и света. Действительно, это явление создает перспективу и придает Моне Лизе тревожный взгляд, будоражащий воображение ученых. Скрытая живопись за портретом. С помощью инфракрасного и лазерного излучения в 2006 году ученые в Канаде увидели первоначальные эскизы художника Леонардо, в том числе смену позиции указательного и среднего пальцев левой руки. Благодаря этому появились многочисленные открытия, такие как кружево, нарисованное на платье Моны Лизы, и одеяло на коленях, распространяющееся на ее живот. В 2015 году французский инженер Паскаль Кот использовал аналогичные методы проецирования световых лучей с различной длиной волны на работу и измерил количество отраженного света. Любопытно, что в результате ученый обнаружил позади Моны Лизы несколько скрытых портретов. С помощью метода усиления слоя, утверждает инженер Паскаль Кот, мы можем точно проанализировать, что происходит внутри слоев создания картины, и мы можем очистить их как луковую шелуху. Кот нашел 4 изображения под самой верхней поверхностью, включая картину более молодой женщины с миниатюрными чертами лица и без улыбки. Вокруг реальной личности женщины возникли различные теории, но, возможно, ее истинное лицо всегда будет оставаться загадкой. Беременная Мона Лиза. Историки считают, что реальная Лиза дель Джаконда в то время, когда она позировала для написания портрета, была беременной. Ее руки скрещены над ее округлым животиком, а также существуют исторические свидетельства, которые доказывают, что Лиза дель Джаконда была беременна во второй раз, когда писалась картина, увековечившая ее в веках. Кроме того, инфракрасное сканирование показало признаки гуарнелло, вуали, драпированной по плечам. Гуарнелло является одеждой из льна и носили ее беременные женщины. Было высказано предположение, что эта вуаль может быть просто шарфом или куском ткани на ее плечах. Однако руки, скрещенные на животе Моны Лизы, исторически точные сроки беременности Джаконды и использование вуали Гуарнелло беременными Смиральдой Брандини на портрете у Сандро Боттичелли указывают, что Мона Лиза загадочно прячет ребеночка. Почему мы находим ее красивой? На протяжении всей истории портрет Моны Лизы приводится в качестве примера вневременной красоты. Было бы очень легкомысленно предположить, что красота и интрига Моны Лизы ограничена только ее взглядом и ее улыбкой, поскольку кажется, что она выходит за пределы этих двух особенностей. Коэффициент золотого сечения выведен от длины к ширине габаритного отношения прямоугольников и предположительно является самой приятной пропорцией для людского глаза.
В естественных природных примерах, таких как спиральный центр у подсолнухов, и в искусственных сооружениях, таких как колонны Парфенона, золотое сечение называлось самим Леонардо да Винчи божественной пропорцией. Портрет Моны Лизы тоже представляет собой пример золотого сечения. Ее подбородок, верхняя часть головы и нос точно выровнены. Преобладание этого золотого соотношения в произведении искусства, возможно, объясняет таинственную интригу, которую ощущают те, кто видит портрет. Ее пропорции считаются самыми приятными для глаз, производя ощущение естественного баланса и красоты. Кто знал, что математика может объяснить это чувство гармонии? Украденная картина. Мона Лиза была украдена в 1911 году итальянским сотрудником Лувра по имени Винченцо Перуджа. Он считал, что картина была украдена из Флоренции Наполеоном Бонапартом и хотел, чтобы она вернулась в свой настоящий дом. В течение 2 лет расположение картины оставалось полной тайной, поскольку средства массовой информации во всем мире размышляли о возможных причинах ее отсутствия и ее местоположении. Затем, в 1913 году, Перуджа вступил в контакт с итальянским арт-дилером Альфредо Герри. Перуджа просил денежную компенсацию от итальянского правительства в обмен на транспортировку Моны Лизы обратно во Флоренцию. После возвращения картины спекуляции продолжились. Предложение Перуджи вернуть картину в Италию заставило его попросить довольно скромную сумму денег. Общественность начала расспрашивать, был ли инцидент с украденной картиной уловкой, созданной для повышения интереса к картине и галерее. Когда выяснилось, что вор в вопросе возвращения украденной картины сотрудничал ни с кем иным, как с известным арт-фальсификатором Эдуардо де Валфьерно, люди стали теоретизировать, что Мона Лиза была украдена, с нее сделана копия и возвращена музею, а оригинал перепродан тайному коллекционеру за огромные деньги. Больная Мона Лиза. Тайну однобокой ухмылки Моны Лизы, возможно, наконец раскрыл бостонский врач, стоявший в очереди, чтобы посмотреть на картину. Доктор Мандип Мехра диагностировал у Моны Лизы железистое состояние, так как он заметил странные детали ее внешности, ее болезненный цвет лица, истончение волос и смещенную улыбку. Мехра работает медицинским директором сердечно-сосудистого центра Бригама и женской больницы. Он заявил, что ему трудно оценить состояние человека только по изображению на портрете без клинических диагнозов. Мехра рассмотрел наличие небольшой мясистой шишки во внутреннем углу левого глаза Моны Лизы, ее тонкий и отступающий волосяной покров, отсутствие бровей и выпуклость рядом с указательным пальцем. В сочетании с ее желтой кожей и шишкой на шее, как показателем увеличенной щитовидной железы, он предположил, что ее странная улыбка может быть вызвана мышечной слабостью. Таким образом, он пришел к выводу, что Мона Лиза страдала от состояния, называемого гипотериозом, в котором ее распухшие руки, тонкие волосы и шишка на шее занимают видное место в портрете да Винчи. Мехра продолжил свои исследования исторических условий, связанных с питанием женщины, и обнаружил, что в начале 16 века людьми в Италии обычно употреблялась еда с дефицитом йода, так как йод является важным питательным веществом для поддержания здоровья щитовидной железы. Тайне загадочной улыбки Моны Лизы наконец-то может быть положен конец. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал ОК ТВ, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!